Меня зовут Ярослав. Это 7-й день моего участия в проекте Open Water Challenge. Мы погружаемся на одном из красивейших рифов Хургады – Шааб и Рис. Сейчас я от вас в центре. Справа от меня на моноласте Михаил Штейдерман, основатель дайвинг-клуба SWDF. Следующий за нами в паре Дмитрий Князев, организатор Open Water Challenge, и рядом с ним с камерой Даррен Хаббл, оператор из Creative Images. Я приехал сюда, чтобы стать сертифицированным дайвером за 4 дня и доказать себе и остальным, что возможное возможно. Добрый день! Проект Open Water Challenge задуман как средство разрушения стереотипов. В Open Water Challenge тот, кто по общему мнению слаб и нуждается в помощи, сам становится образцом для подражания и воодушевляющим примером для остальных. Мы собираем примеры того, как человек, утративший здоровье, живет наполненной жизнью, опережая в этом многих физически здоровых людей. Проект Open Water Challenge дает возможность открыть миру яркие проявления человеческого духа. После 4 месяцев заочного знакомства мы встретились с Ярославом в Хургаде. Позади была успешная краудфандинговая кампания на Планета.ру, которая позволила собрать средства и найти партнеров для его проекта. Одним из партнеров стал отель Штегенбергер, прекрасно адаптированный для нужд гостей с ограниченными возможностями здоровья. На время реализации проекта отель предложил Ярославу за символическую плату специально оборудованный номер. Проект «Возможное возможно» стартовал утром следующего дня на базе дайв-центра Айлиус. В Хургаде десятки дайв-центров, и выбор Айлиус был не случайным. Более 20 лет центр специализируется на обучении дайвингу людей с ограниченными физическими возможностями. Функционирует Айлиус под немецким менеджментом Магди и Мартины Азиз, которые работают в сфере профессионального дайвинга почти 30 лет. Магди Азиз также является представителем IAHD в Египте, и он подготовил много инструкторов, в том числе работающих в его дайв-центре. Всем привет, меня зовут Ярослав. Вчера я пролетел в Хургаду, чтобы получить сертификацию дайвера и получить первый дайверский опыт, чтобы проложить дорогу остальным ребятам, которые хотят тоже научиться дайвингу и погружаться в дальнейшем, кто находится в схожей ситуации с моей. Самое время раскрыть подробности моего проекта «Возможное возможно». Идея заключается в несложной формуле. Если мы хотим сделать, мы можем это сделать. Найди способ и сделай первый шаг. Проект включает в себя создание микса из экспедиций, путешествий и других активностей, как погружение в подводный мир, участие в марафонах вне зоны комфорта, восхождение на горы и спуск по горным рекам или выживание в городских каменных джунглях без жалоб на жизнь. Своим примером я хочу подтвердить, что человек, имеющий ограничения возможностей здоровья, может жить полной жизнью наравне со всеми. Эта мысль не нова, скажете вы, и будете правы. Но тема не теряет актуальность от частоты повторений. Сегодня множество ребят, оказавшихся в ситуации схожей с моей, не обрели уверенности в своих силах, не почувствовали, что возможное возможно. And now we will go to the pool to make our confined water, to make our sessions to train and practice on our exercises, what we're going to need tomorrow and the day after for our open water dives. Tomorrow we're going to do 2 open water dives in the sea, and after tomorrow as well we're making 2 other open waters, so in total we're doing 4 open water dives, and the confined water today we're going to do. Okay? Okay. Okay? Okay. Okay. Я не просто решил стать дайвером, парадайвером, дайвером с ограниченными возможностями. Цель моего участия в Open Water Challenge – пройти курс, который проходят тысячи людей, не имеющих противопоказаний по здоровью. Курс Open Water Dive PADI. Я поставил цель показать, что человек на коляске может быть полноправным участником группы студентов-дайверов. Я сумею стать сертифицированным дайвером за то же время и по той же программе, что и ребята без физических ограничений. А если получится у меня, значит получится и у других. Значит, с параплегией можно быть дайвером и уверенно погружаться под воду в разных морях. И можно быть надежным напарником бадди для любого дайвера. Чтобы акцентировать на идее равенства возможностей, в данный проект мы включили соревновательный процесс. Так, одновременно со мной у инструктора проходит обучение студент без каких-либо ограничений по здоровью. Мы стартуем тренинг одновременно и намерены одновременно сдать зачет.
только что закончил свое первое погружение в закрытой воде. Чувствую себя отлично, прошел несколько заданий, все запомнил, все помню. Теперь с нетерпением жду погружения в открытой воде завтра в море. Every time before you go to the water, you need to check yourself and your body as well. 30 minutes. 50, every finger is 10. 8. Окей, давай, можно лицо помыть. Face. Вот и прошло мое первое погружение. Перед началом, конечно, волновался, и вообще, когда погружался и во время спуска, и во время подъема, было, конечно, волнение. Но это было первый раз, я преодолел все-таки свой страх, вспомнил самые главные правила, то, что нельзя задерживать дыхание, постоянно нужно дышать. И мне очень сильно понравилось под водой, там очень красивые кораллы, красивые рыбки. Вот, надеюсь, что второй раз уже буду более увереннее себя чувствовать и посмотрю на эту высоту еще раз. И буду погружаться постоянно. Ну вот я и приехал на сушу. Было у меня сегодня 2 погружения. Все прошло удачно. Как видите, живой. Отрабатывали в основном те задания, которые отрабатывали вчера в бассейне. Там, снимали маску, вынимали регулятор изо рта, потом его находили. Все прошло удачно. Самое сложное упражнение это было для меня, конечно, снять маску. Я немного потерял себя и в итоге все произошло нормально, все хорошо. Вот, и завтра буду тоже практиковать эти упражнения. А сейчас я буду отдыхать, обозревать местность, обозревать отель. И скоро ужин. А завтра будут погружения еще, о которых я расскажу уже, конечно, завтра. Всем пока!
Okay? Then you push on the bottom to deflate. You push and you blow. Okay. So now I want to go back. I turn with my body until I have the south South here. and the north here. Yes? Всем привет! Сейчас прошло только первое погружение. Я спас своего инструктора. У него закончился воздух. Мне пришлось с ним подниматься с остатками воздуха, дыша из двух регулятора. Ну, в принципе, справились, все живы. И сейчас вот находимся на поверхности, отдыхаем и поедем в другое место, отрабатывать другие упражнения. Вот я и получил сертификацию дайвера, прошел все обучения, осталось только дождаться бумажки, которая мне придет там в электронном виде или на почту. Вот. И смело буду уже погружаться не только в Египте, да, но и в других местах, где я к этому приспособлен и где могу это делать. В общем, все у меня получилось. Я надеюсь, что также все это сможете и вы, каждый из вас, кто смотрит это видео. Поэтому я уверен, вам понравится очень это занятие, и делайте это, и, возможно, потом вместе будем погружаться, потом будем погружаться вместе. Всем пока, спасибо.